Здравствуйте, друзья, и все, кто посетил мой канал. Я расскажу вам сегодня, как и обещала в прошлом своем видео, о том, куда я уехала из Болгарии и что из этого вышло. Почему я уехала из Болгарии, я рассказывала в прошлом видео, но для тех, кто не смотрел его, скажу в двух словах. В Болгарии зимой во многих квартирах бывает очень холодно. Так, конечно, не у всех. Здесь большое значение имеет местоположение квартиры. То есть, если квартира находится на последнем или партерном этаже, то будет холодно. Если квартира угловая, то тоже будет холодно. А если же квартира находится в центре дома, и вокруг живут люди, то, вероятно, проблем с отоплением у вас не будет. Но квартира, которую мы снимаем, как раз на последнем этаже, еще и угловая. Поэтому зимой я в ней замерзаю. А меня уже давно звала в гости моя подруга в Молдавию, вернее в Тирасполь, в Приднестровье. Там зимой такая же примерно погода, как и здесь. Но в квартирах центральное отопление. И поэтому, конечно, очень тепло. К тому же цены на продукты там всегда были намного дешевле, чем в Болгарии. Но я долго не решалась на эту поездку, потому что хоть до Тирасполя всего 700 километров отсюда, но границ много, и ехать на автобусе достаточно долго, больше 14 часов. К тому же я считала, что с российским паспортом на границах могут быть проблемы. В общем, я долго сомневалась, ехать или не ехать. Узнавала у водителей, которые возят людей из Болгарии в Молдавию и обратно, пустят ли меня с российским паспортом. Они сказали, что обычно пускают. И в итоге я решилась. Выехали из Бургаса мы в 6 часов вечера. Ехали вдоль моря, потом Варна. В общем, на румынской границе были примерно в 11 часов вечера. И тут начались мои приключения. У всех остальных пассажиров были болгарские или молдавские паспорта. И только у меня российский. И меня на границе долго и нудно выспрашивали, куда и зачем я еду. Уже там, на въезде в Румынию, я пожалела, что поехала. Хорошо еще, что наш водитель молдаванин, и он был моим переводчиком. Иначе я не знаю, как бы я там на границе общалась. В итоге примерно через полчаса мне поставили штамп в паспорт и впустили нас на территорию Румынии. Тогда я еще не знала, что мои приключения только начинаются. Через несколько часов мы уже въезжали на границу с Молдовой. На часах около часа ночи пограничник увидел мой паспорт и сразу сказал водителю: «Это надолго. Наверное, больше, чем на 2 часа». И это действительно было очень долго, больше 2 часов. Меня расспрашивали, все это записывали, куда-то звонили, писали. Но в итоге все же штамп поставили. И мы, наконец, въехали в Молдову. Но я была так измучена, что радости уже не было никакой. Скорее наоборот. Я уже волновалась об обратной дороге. К 6 утра мы въехали в Кишинев. Город светился новогодними гирляндами. Было все очень красиво, но мне было не до съемки. Тем более, что впереди меня ждала еще одна граница, Приднестровская, и где-то около 2 часов пути. От Кишинева до Тирасполя ходят маршрутки, каждые 20 минут примерно. Меня довезли до автовокзала, и я пошла искать свою маршрутку. Здесь все говорят на русском,
Поэтому я все быстро нашла, купила билет и поехала в Тирасполь. На границе в Приднестровье все пассажиры идут с паспортами к будке с паспортным контролем. Там было все быстро. Пару вопросов, куда, кому, по какому адресу, на сколько дней. Выдают бумажку, которую важно не потерять до выезда, потом обратно. И все, мы поехали дальше. Вот так. Не просто и не быстро, но все же я попала в Тирасполь. Город очень изменился с моего прошлого посещения. Стал намного красивее. И я сразу стала думать, а не зимовать ли мне здесь постоянно? Ведь тепло, недорого, и язык учить не надо. Здесь все говорят на русском. В квартире моей подруги, как я и думала, было очень тепло. Несмотря на открытые окна. Градусника у нее нет, но примерно 24 градуса. С непривычки после наших болгарских 16 мне даже было слишком жарко. 2 дня я была в восторге. Особенно меня радовали походы на базар. Он в Тирасполе стал просто роскошный. Его построили новый. Но постепенно эйфория исчезала. Уже через пару дней мне стали бросаться в глаза угрюмые лица людей. Причем у всех и всегда. К тому же при пересчете цен с приднестровских рублей на болгарские лева я поняла, что дешевые приднестровские цены остались в прошлом. Сейчас дешевле, чем в Болгарии, в Тирасполе только фрукты и овощи, которые выращивают люди и продают на базаре. То есть это яблоки, картошка, свекла, морковь, тыква и капуста. А уже мясо и куры примерно по такой же цене, как в Болгарии. Если более точно, то куры чуть дешевле, чем в Болгарии, а мясо свинины чуть дороже. Яйца в Тирасполе немного дешевле и молоко дешевле. А все остальные продукты по такой же цене, как и в Болгарии, а кое-что и дороже. А если продукты привезены издалека, то цены на них намного выше. Ну, это, например, апельсины, мандарины, бананы, брокколи, кофе. Особенно большая разница на кофе. Практически в 2 раза по сравнению с Болгарией. Бытовая техника и мебель тоже стоят дорого. И это при том, что зарплаты и пенсии намного ниже, чем в Болгарии. Пенсия там в среднем 100 евро. Зарплата в среднем 280 евро. А минимальная зарплата 120 евро. Узнав все это, начинаешь понимать, почему люди ходят с такими мрачными лицами. К тому же я обратила внимание, что в городе я очень мало видела людей среднего возраста. Больше всего пенсионеров. Пенсионеры практически везде. На базаре стоят, продают пенсионеры. В магазинах пенсионеры, в музеях, в мастерских. Везде работают пенсионеры. Молодежь тоже есть. А вот людей среднего возраста мало. Вероятно, все работают в других странах. С молдавским паспортом это не проблема. В общем, уже через пару недель мне захотелось обратно в Болгарию. Хотя подруга водила меня по музеям и выставкам. Меня даже настолько вдохновила выставка одного приднестровского художника Дениса Коробкина. Мне его работы очень понравились. После этого я побежала в магазин, купила холст, краски, кисти и нарисовала там пару картин. Здесь, в Болгарии, я уже 2 года не брала в руки кисть. А тут вдруг захотелось. И вот такие работы у меня получились. Первая розовая, немного не в моем стиле, но я рисовала для подруги, а она хотела розовое море.
И вот такое розовое море. А вторая работа мне самой вполне понравилась. Думаю, что и в Болгарии надо снова немного времени уделять живописи. А то YouTube все время отобрал. Вот такая получилась у меня поездка. Я думала пожить там пару месяцев, но вернулась немного раньше. Дорога в обратную сторону была проще. На границе уже так долго не держали, и ехали мы днем, а не ночью, что для меня намного лучше. А когда мы въехали в Болгарию, я готова была кричать от радости. Болгария, моя любимая Болгария. Вот что я поняла за этот месяц. Вот и все на сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Всем пока.